Всем привет! С вами снова София. Можно увидеть, что все эти видео я снимала в один и тот же день. И сегодня я хотела рассказать про то, что мне нравится и что мне не нравится в Сеуле. Вообще, как город, Сеул мне нравится, хотя я москвичка, и для меня все большие города примерно одинаковые, и Сеул не исключение. Но, собственно, я давно уже живу в Сеуле, и у меня накопились некоторые моменты, которые мне хотелось бы похвалить, и которые мне хотелось бы очень сильно поругать. Скажу два плюса, потом все минусы, а потом еще два плюса, чтобы не оставалось ощущение, что я все облила дерьмом. Первый плюс. Это, конечно, транспорт общественный, который просто божественен. В Сеуле гигантская сеть метро, то есть я не знаю, сколько там станций, но я прогуглю. Метро все чистое, красивое, ходит быстро, по расписанию. В нем, по сравнению с Москвой, вообще нет людей, даже в час пик туда не нужно забиваться с разбегу. И для меня, как человека, который ездил в течение долгих лет с Выхина, это просто рай на земле. К сожалению, правда, метро ходит раз в 5 минут, раз в 10 минут, но к этому достаточно быстро привыкаешь. Еще, к сожалению, в метро бывает прохладно летом, потому что кондиционеры врубаются по страшной силе, но это общая корейская проблема. Метро стоит, конечно, около 75 рублей за одну поездку, но об этом чуть позже. Кроме того, потрясающая система автобусов. Если иметь корейскую или даже, в принципе, Google карты, но лучше, конечно, Naver или Daewon карты, то можно легко найти любой маршрут автобуса, узнать, где остановка, до нее дойти, даже как она выглядит, сесть на свой автобус и доехать абсолютно куда угодно. Автобусы тоже чистые, ходят быстро, очень много выделенных полос, то есть я, по-моему, больше 10 минут за все это время в пробке в автобусе не простояла. Остановок очень много, и очень удобно ездить не только на метро, но и на автобусе, рекомендую. Я сначала побаивалась автобусов, а теперь я их просто обожаю, потому что они удобные, уютные, и в них красивый вид, в отличие от метро. Кроме того, здесь очень удобная система условных 90 минут, поскольку если ты сделал пересадку с одного вида транспорта на другой, в течение получаса после выхода с первого, то это бесплатно. То есть поездка на метро, каждая поездка стоит 75 рублей, но все сопряженные с ней поездки на автобусах будут бесплатными. И это очень удобно, потому что можно сесть на автобус, доехать на метро доехать до какой-то станции, снова сесть на автобус и доехать до своего места назначения, и все это будет те же 75 рублей, но что, конечно, гораздо лучше, чем 250 рублей. Разве что автобусы едут очень быстро, и очень часто такое ощущение, что водитель думает, что он везет дрова, потому что по автобусу мотает просто по страшной силе. Очень рекомендую держаться, сразу как только вы зашли в автобус, хвататься за ближайшую палку или там держалку для рук, и, в общем-то, не отпускать ее ни при каких обстоятельствах. Второе, что мне нравится в Сеуле, это обилие мест, где можно покушать. Потому что действительно в любом месте, даже в спальном районе, можно найти кафеху с приемлемыми ценами и вполне приемлемой едой, где можно перекусить. А уж около метро этих кафешек просто миллион. И корейцы сами очень любят, соответственно, кушать не дома. И поэтому, если есть нужда, легко пойти и поесть. Не нужно блуждать 4 часа в поисках хоть какого-нибудь места, где присесть. То же самое касается и кофеин. Кофеины реально на каждом углу. То есть там в каждом доме, по-моему, в развлекательных таких районах есть одна хотя бы кафешка, а чаще 2. Они просто гигантские, там 3, 5, 6-этажные, в них много мест, вполне приемлемый, вкусный, не слишком дорогой кофе. И там, по крайней мере, можно присесть, зарядить телефон. Минус номер 1 – это просто внешний вид города. Не знаю уж почему, но корейцы не слишком заморачиваются там архитектурой, красотой, красивые улицы, это нет про Сеул. Да, конечно, есть несколько районов, там Гонхамун или Канам или Йойдо, где, конечно, множество красивых новых зданий, но и даже там они только в первой линии, стоит зайти на вторую линию, и там опять снова полураздолбанные, серые, страшные, как будто 3 раза горевшие здания с многочисленными, абсолютно лишенными какого-либо представления о визуальном дизайне вывесками, абсолютным смешением стилей, форм и так далее. И все это очень грустно, и совершенно не хочется, если честно,
вот, гуляя по городу, смотреть по сторонам, потому что, ну, откровенно говоря, стрёмненько. Я привыкла к Москве, где везде красивые домики 19 века, по крайней мере в центре, чистенько, красивенько, и действительно приятно смотреть по сторонам. Кроме того, в Сеуле очень грустно с зеленью. То есть здесь, конечно, есть парки, но эти парки обычно скорее луга или, может быть, бульвары, но уж никак не парки. Очень много так называемых парков дорог, которые реально просто бульвары, и на них растет там по 5 деревьев на 100 метров. Даже в известных парках, таких как Йойдо, на самом деле почти нет деревьев. Есть, конечно, там сеульский лес, но он такой же лес, так я даже не знаю, парк Эрмитаж, сад Эрмитаж. Вот, сад Эрмитаж по сравнению с ним тоже лес. Деревьев там тоже не очень много, и, откровенно говоря, парк рядом с моим домом в Москве существенно более лес, чем вот все парки, которые я видела в Сеуле и в окрестностях за все время, пока я здесь. Я небольшой фанат деревьев в городе, но я люблю маленькие зеленые уголки, где можно отдохнуть, посидеть под деревцем, послушать птичек и так далее. Но, к сожалению, здесь с этим очень плохо. И если есть зеленый уголок, то на нем все время кто-нибудь проводит пикники, там миллион людей, и просто даже страшно, если честно, от их количества. Вторая вещь, которая меня ужасно раздражает, это даже не столько про Сеул, сколько про всю Корею, это летние кондиционеры и зимнее отсутствие отопления. По-моему, корейцы абсолютно не чувствуют перепада температуры, поскольку люди действительно ходят с длинным рукавом в 35 и в одном свитере в плюс 5, и как бы я не могу этого понять никак. Но еще меньше я могу понять то, почему летом в 35-градусную жару почти везде, в кафе, в метро, в автобусе, где угодно, кондиционер включен на плюс 18, и поэтому ты доходишь, и тебе откровенно холодно. Приходится просить пледик. И в то же время зимой, когда на улице очень холодно, отопление работает еле-еле, его еще могут не включать. Например, в нашем университете отопление включают только в декабре, хотя в ноябре уже вообще это плюс 5. И ты все время мерзнешь, ты ходишь в помещении в куртке и так далее. На мои расспросы к корейцам, корейцы все время рекомендуют не одеваться теплее, независимо от времени года. То есть даже в 35-градусную жару я, оказывается, должна одеться теплее, чтобы мне не было холодно в помещении, где кондиционер на плюс 18. Почему нельзя ставить кондиционер на, допустим, плюс 25? Для меня абсолютно непонятно. И точно так же для меня непонятно, почему же нельзя включить отопление. Третья вещь, которая меня ужасно раздражает, и которой говорят, в принципе, все, это просто фантастическая какая-то такая бытовая невоспитанность, что ли, корейцев. Ну, то есть, плохо, конечно, так говорить, но я все-таки считаю, что когда ты наступаешь человеку на ногу в общественном транспорте, ты должен извиниться, даже если тебе на самом деле все равно. Просто, чтобы человеку было спокойнее. Но корейцы так не думают, поэтому в 95% случаев, когда тебя толкают, когда тебе наступают на ногу, когда ты не заметили, в тебя врезались, я не знаю, когда тебя ткнули острым концом сумки или что-нибудь в этом роде, тебе ничего не скажут. Вообще, как будто ничего не произошло. То же самое можно сказать о каких-то таких банальных манерах поведения в транспорте. В метро люди начинают заходить, не выпуская тех, кто выходит. Или да, то же самое в лифте. Машины, которые не пропускают пешеходов на пешеходном переходе, если только ты не прыгнешь почти под них, чтобы просто банально перейти. Такие вот какие-то мелкие вещи, но абсолютно просто выбешивают, потому что, ну, это совершенно не требующая временных затрат вещь, которая нисколько тебя не обременяет. И я не понимаю, почему нельзя наступить человеку на ногу сказать «извините, пожалуйста», это не занимает много времени. Особенно на фоне того, что в любых других жизненных ситуациях корейцы извиняются просто непрерывно, независимо от того, сделали что плохое или не сделали. Они могут извиниться, когда ты сам виноват, за тебя, видимо, я не знаю, но вот врезавшись в тебя, они не скажут ничего. Сами корейцы утверждают, что это связано с тем, что во времена диктатуры, в 60-х, 70-х там годах, было очень жесткое правление, за любую маленькую провинность можно было попасть в тюрьму, и поэтому был принят такой общественный консенсус не замечать каких-то мелких бытовых таких провинностей. Но я как-то не верю в это, потому что во многих странах была диктатура, даже в Советском Союзе была кошмарная диктатура, и тут это пошло. Но почему-то люди в большинстве стран все-таки извиняются, когда наступают тебе на ногу. А еще меня удивляет, бесит любовь корейцев плевать на улице
в принципе, говорят, что все так делают в Азии. Они объясняют тем, что они курят, мол, нужно сплюнуть всякую гадость, но почему нужно сплюнуть себе под ноги на асфальт, особенно на ходу, допустим, не в травку, не в салфетку, или вообще не сплюнуть, черт побери, для непонятно. То есть, действительно, ты подходишь к месту, где, не дай бог, курят, и там просто все заплевано. И это совершенно отвратительно. Когда особенно какая-нибудь милая девушка идет и плюет, или тем более идет парочка, идет парень, отворачивается и просто сплевывает огромную кучу слюны. Омерзительно. Ну да, и последнее, что бесит меня в Сеуле и, в принципе, в Корее, это отсутствие культуры вождения. Боже, почему? Знаешь, ты сказала, что думала, что в России нет культуры вождения, но потом она приехала в Корею и поняла, что все хорошо. Я перестану материться в Москве на дороге. Потому что в Корее люди едут как попало, люди не пропускают пешеходов, не пропускают другие машины, люди поворачивают из 5-го ряда, не включая поворотник. Я не знаю, люди идут на красный все время. Плюс еще есть эти отвратительные скутеры, на которых разводят доставку, закон не писан, то есть люди спокойно едут, они идут по тротуару, они идут на красный свет, они везде, они идут по пешеходной зоне, и в итоге ты даже когда идешь по улице, по тротуару в наушниках, должен быть бдителен, потому что вдруг за тебя может выскочить скутер, и как бы он тебя не сбил насмерть. И... Ну, в общем, это ужасно бесит. Возвращаясь к плюсам, обещали, что будет еще 2 плюса, чтобы не казалось, что я все обгадила. Мне нравится то, как обстоит ситуация там, с жильем в Сеуле. Конечно, жилье здесь ужасно дорогое, ну, как и везде сейчас. Но, по крайней мере, в Корее легко снять так называемый one room. То есть маленькую квартирку-студию, метров 20, в которой есть кухня, есть туалет, есть кровать, есть стол и есть шкаф. Это то, где я живу. И все. Но главная прелесть в том, что она как бы маленькая, и поэтому она стоит достаточно дешево. То есть я снимаю квартиру, по сути, в самом центре, где я хожу пешком в университет, и я плачу за это каких-то там 25 000 рублей, даже по текущему курсу, что, конечно, для Москвы просто фантастика. Ну, это очень здорово, потому что мне кажется, что в Москве очень не хватает им таких маленьких квартир для людей, которые живут одни, потому что однокомнатная квартира — это, конечно, прекрасно, но мне вот, например, не нужна отдельная кухня, или не нужно лишние там 20 метров мыть и пылесосить. А вот в Сеуле я живу в этой малюсенькой квартирке, да, не знаю, если я захочу поставить двухспальную кровать, то мне больше нечего будет сюда поставить, мне больше не будет места вообще, но я не хочу. Я спокойно, мне не нужно много топить, мне не нужно много мыть, и мне не нужно много платить. И это совершенно замечательно, и я бы не отказалась от такого предложения в Москве. Наконец, последний плюс Сеула, который я хотела бы отметить. Именно как города, я не буду говорить там про прекрасных людей или, я не знаю, там, красивые закаты, погоду и так далее, потому что имеет мало отношения к, собственно, городу. Это навигация. Действительно, здесь как-то все сделано так, что даже не будучи корейцем, не зная корейского, не будучи местным, можно легко разобраться, куда идти, когда выйти и так далее. В метро везде все выходы пронумерованы, везде висят карты, которые показывают карту района, куда тебе нужно выйти, соответственно, чтобы куда-то попасть. На улицах везде висят указатели, которые показывают, куда ты идешь, и сколько тебе идти, особенно в центре, в исторической части. Все дублировано на английский, название улиц также дублировано на английский. И вообще везде все дублировано на английский, то потрясает меня глубины души, учитывая, насколько мало здесь иностранцев. И это мне очень нравится. Можно без боязни ехать в Корею, не зная корейского языка. Вы не заблудитесь, не потеряетесь, найдете дорогу. Это никакая не проблема, все на английском. Ну, главное читать латиницу, никаких проблем. Вот. Надеюсь, это помогло вам создать какое-то представление о Сеуле. Не забывайте о том, что есть хорошая погода и красивые закаты, и очень добрые и отзывчивые люди. Да. Вот так. Спасибо за внимание. Встретимся в следующем незапланированном видео.